Zombie Apocalypse. Всем привет, дорогие друзья! С вами Таниок. С наступившим уже 2022 годом. Желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого лучшего, то, что вы сами себе пожелаете, загадаете, чтобы оно обязательно сбылось. В Новый год, как говорится, с новой реакцией. Это из рубрики того, что я пропустил. А это у нас Die For You. Официальный саундтрек чемпионата мира Valorant 2021. Хотел на него записать реакцию, но почему-то в какой-то момент про это забыл. И вот в новом году, так сказать, вспоминаем то, что не успели сделать в предыдущем. Посмотрим, можно будет сравнить LoL, да, одна и та же компания, Riot Games, LoL и Valorant, какой стиль там, какой стиль здесь, но одно я могу сказать, что Riot Games и их как подразделение Riot Games Music выдают такие вещи, что народу запоминается очень-очень надолго и входит в статус уже легендарных песен, таких как Rise с чемпионата мира по Лолу 2018 года и так далее. То есть и не только Rise. Поэтому давайте посмотрим на Valorant. Тоже продукт Риотов. Немножко потом в конце видео я подрезюмирую, что вообще думаю по поводу самой компании, и ее перспективы и так далее. А пока давайте сосредоточимся на этом конкретном видео, на конкретной песне и послушаем ее. Итак, поехали. 3, 2, 1, стартуем. Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, 'cause that's all they'll be. Now there's only one thing I can do. Fight until the end like I promised to. Wishing there was something left to lose. Пока что очень сильно напоминает стиль 21 пилотов, да, 21 Pilots. Где-то слышим эти вайбы, да, этих ребят. Ну, поехали дальше. This could be the day I die for you. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Wish that I had something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day. Everything I know, everything I hold tight. When to let it go, when to make them all fight. When I'm in control, when I'm out of my mind. When I gotta live, when I gotta die. Everything I know, everything I hold tight. Ну-ка. When to let it go, when to make them all fight. When I'm in control, when I'm out of my mind. When I gotta live, when I gotta die. Хороший бит, да, хорошая мелодия, динамичная, качающая. И все, что происходит на экране, да, показываются персонажи Валоранта, да, то есть по поводу анимационной составляющей у Крио там вообще претензий никаких и никогда быть не может. Все
Точнее, вот я... Все, наверное, да. Ну, может, не все. Вот я еще лично не смотрел. Это мне так на сладенькое приберег Аркейн, да. Все, или почти все, смотрели Аркейн, да. Фанаты так, лиги так точно. Практически все. И я думаю, они могут сказать, что отдел рисовки, отдел анимации просто в Риоте какой-то космический уровень. Просто что, как они рисуют, как они это все делают, совсем другой уровень. И оценки, популярность этого шоу, да, и говорят сами за себя, чуть ли не ворвалось шоу в топ, я не знаю, там, в топ-10, топ-20 по IMDb списку. Сразу же, то есть оценка выше 9 на данный момент. По крайней мере, до Нового года было 9,2, я чекал. В момент релиза Аркейна было 9,6 на протяжении где-то месяца. Ну, потом чуть понятно, что кто-то найдется, да и единичек наставит, но все равно. И здесь мы видим то же самое, да, как все персонажи прорисованы, история, вот это вот, когда герои готовы отдать жизнь за кого-то, за родных, за друзей, за тиммейтов, за партнеров. Очень клево сделано. Ну и мелодия этому способствует. Она вроде бы такая ненапряжная, расслабляющая, но очень эмоциональная, очень в одночасье не тяжелая, но эмоциональная, динамичная. То есть вот такой вот у нас микс получился. И хорошо отображает именно вот такую картину происходящего. Поехали. История персонажа, если это ошибаюсь, не ошибаюсь, Сейдж, да. Be the day. What do you see before it's over? Blinded flashes getting closer, sacrificing everything I knew. This could be the day I die for you. Классно, клево. Кстати, вот этот трек, если сравнивать с Чемом по Лолу этого года, ну, кстати, мне это больше понравилось. Честное слово. Да, у Валоранта меньше фанатов, чем у Лиги Легенд. Само собой, Лиги Легенд уже там больше 10 лет. Валорант только годик, можно сказать. Но этот трек мне показался лучше, честно, чем вот именно саундтрек чемпионата мира 2021 года. Личное мнение, не знаю. Может, кого как, пишите в комментариях, кому что, как больше понравилось. Мне, я же говорю, мне больше почему-то этот трек зашел. Вот такая вот реакция, я же говорю еще раз. Спокойная вроде бы, да, ну как это сказать, не, спокойное, неправильное слово. Не тяжелая, динамичная, клевая мелодия с таким хорошим битом, которая качает, классно отображает все, что происходит на экране, все эти переживания и так далее, когда
Рисовка, анимация, просто космос. Когда они готовы подставить персонажей друг за друга спину. Все клево, все сделано, санимировано, спродюсировано, срежиссировано, все на самом высшем уровне. Как обычно это у Riot'ов получается. И теперь к самой Riot Games компании, да, немножко два слова скажу по поводу. Мне кажется, этот год и, может быть, еще даже следующий будет вообще для них еще более успешным или супер успешным, поскольку в 2020 году, да, если мы помним, в конце 2020 года было у них мероприятие 10 лет Riot Games, и они объявили нам кучу планов, кучу игр, то есть у них сейчас не только... Раньше они чем известны были? Лига Легенд, да? И их постоянно спрашивают, почему ваша компания так называется? Почему Games? Почему не Game одна? И вот они в конце 2020 года дали на это четкий ответ. И я думаю, они в этом году продолжат идти по тому пути, который они обозначили, который они тут дорожную карту себе построили. Обещали нам новости по поводу ММО в этом году. Будем ждать с нетерпением. ММО от Риотов, это, думаю, будет, конечно, переворот в загнивающем, так сказать, жанре MMORPG. Может быть, еще Ashes of Creation, может быть, но это как бы тема для отдельного разговора. Но что еще? Файтинг, да, файтинг, который тоже, может быть, зная Риотов, зная, как они умеют в киберспорт, и Valorant уже только, это не только LoL это доказал, LoL это доказывает уже 10 лет, а Valorant уже с первого сезона, с первого года уже доказал, что просто там, не знаю, какие-то гении маркетинга, гении стратегии, гении развития сидят в Риотах. Почему у них получается, у остальных особо не получается? Там, кроме, может быть, Valve и Riot, и все как бы практически все. То есть молодцы, супер молодцы. Файтинг плюс какая-то еще... Какие-то проекты от Riot Forge еще будут запущены. То есть ребята, конечно, в этом плане огромные молодцы, идут вперед, не останавливаются. Поэтому почему бы не лайкать их и не поддерживать их в этих всех начинаниях, потому что много кто помнит, что, видимо, ниша освободилась. Раньше эту нишу занимала компания Blizzard Entertainment, да, или сейчас уже Activision Blizzard, но за последние годы знаем, что сколько там скандалов и так всяких неприятных историй произошло, и поэтому, я думаю, ребята воспользуются этим и займут эту нишу и покажут всему игропрому, как нужно делать игры, как нужно развивать игры, поддерживать, как нужно работать с комьюнити и так далее. Вот так вот. Я думаю, вот такое у нас резюме по треку и по самим Риотам, по планам их на 2022 год. И, в принципе, можно, как говорится, своим традиционным завершать. Желаю вам всем уже в новом году, как обычно, хорошего настроения, добра, здоровья, позитива, опять же, сбытия всех ваших желаний, счастья, любви. Всего только чего пожелаете. Еще раз 1000 всем поздравлений. Увидимся в следующий раз. До скорой встречи. С вами был Этаниок. Пока.